Всем привет, с вами Вика, и у нас сегодня будет очередная распаковка. В этот раз мы заказали на ярмарке коляску. Она была значительно там дешевле за наличные, нежели чем просто в оффлайн-магазине. Вот, поэтому мы решили воспользоваться таким лайфхаком и заказали ее на ярмарке. Спустя 3 дня нам ее доставили. Это было достаточно быстро. Вот, и сегодня будем ее распаковывать. Коляска от Кристина, модель Beverly V2. Это 3 в одном. Вот здесь так схематично немножко они как раз нарисованы. Вот. И внутри нас ждет, собственно, наша долгожданная. Вот, так что погнали. Та-дам! И у нас здесь вот спрятаны все эти детали. Можно подглядеть как раз уже цвет. Он темно-серый. Мы изначально не знали, что вообще, что есть разные оттенки. Вот, но потом поняли, когда мы увидели, что там можно выбрать цвет, и по стоимости светло-серый не отличается от темно-серой, мы решили заказать все-таки темно-серую. Распаковывать будет муж, потому что я видела только буквально в магазине, как ей пользоваться. Я ничего не запомнила, вот, поэтому посмотрим, сможет ли вообще, справится ли он, посмотрим до начала. Но, походу, он пока не очень справляется. Да, совсем. Вообще, я изначально настраивалась на коляску 3 в одном. Мне кажется, это самый оптимальный вариант, самый удобный вообще, что есть. Но здесь очень любят покупать чисто прогулку и использовать ее и для маленького, прям совсем ребенка, и уже когда он подрастает. Но мне как-то будет спокойнее, если малышка все-таки будет в люльке. Мы потихоньку достаем все из этой волшебной коробки. Вот уже достали дождевик, который в случае непогоды одевается на коляску. И вот такая вот москитная сетка, которая тоже спасает малыша. Вообще все очень приятно запаковано. Прикольно, что ручки как раз обернуты таким пенопластом, что как раз позволяет не повредить, никак не поцарапать их раньше времени. Опыта в плане использования колясок у нас нет, поэтому в некоторые моменты мы, конечно, тупили. Например, относительно автокресла точно нужно будет посмотреть еще разочек видео, потому что я уже не помню, как оно пристегивается. Пишите в комментариях, как вы выбирали коляску вы, на что вы ориентировались. Тоже будет интересно почитать комментарии. Была ли важна для вас ее расцветка или нет? Я точно не хотела каких-то кричащих оттенков, потому что, мне кажется, они бы со временем стали меня нервировать. Вот, а так что-то нейтральное очень приятно воспринимается. Еще интересно, насколько она здесь будет пачкаться, вот пока загадка. В комплекте нам положили вот такую вот инструкцию. Здесь тоже есть и какие-то иллюстрации, я так понимаю, то, из чего состоит вообще комплект. Вот какие-то такие нюансы тоже описаны. Но, если честно, в тот момент, когда я думала, что там будет какая-то подсказка относительно того, что у нас не получалось, мы так и не нашли никакого решения там. Проблема у нас возникла как раз с люлькой, потому что у нее были такие спицы, которые не зафиксированы. То есть у нее вот эта ее основа, она была просто тканью и не держалась. И мы никак не могли понять, что нам нужно сделать, чтобы ее зафиксировать. На это ушло какое-то время. Но благо мы все-таки справились. Вот как раз завершаем ее сборку. Еще у нас сложность периодически возникает с установкой, потому что мы забываем, как именно она ставится. Вот, там нужно каждый раз менять вот эти вот крепления относительно того, ставишь ли ты люльку, либо все-таки ты ставишь прогулку, либо автокресло. Вот. И от этого все меняется. В конце концов, я наконец-то сообразила, что ставить люльку от себя нелогично, что ребенок должен быть тебе виден, вот поэтому в итоге нам удалось наконец-то сделать все правильно. Но ощущение рождается странно, никогда не думала, что буду ошибаться в каких-то таких моментах. Ну и, конечно, когда вещь классно сделана, сложно не восхищаться тем, насколько все продумано. Делаешь вот так, это будет для руки? Да. Я решила сразу попробовать прикинуть, как все будет вообще смотреться. Потом буду детальнее продумывать, как ее застилать, что лучше использовать. Вот. Пока просто так, чтобы как-то мозг успел свыкнуться со всем происходящим. А так вообще, если приноровиться и понимать, что ты делаешь, вот, то все очень быстро, легко и просто. Буквально одним движением все снимается и меняется.
При необходимости, если что-то нужно, то фиксируется. Ну и моя любимая часть, конечно, это прогулка, потому что она очень легкая. Вот, мне кажется, должна быть тоже удобной. Прикольно, что также она меняет свое положение, где ребенок может быть либо повернут к вам, либо просто смотреть уже на окружающую среду. Ну и складывается она тоже классно. Капюшон у нее имеет дополнительную молнию, чтобы еще больше спрятать малыша от солнца, например. Есть еще окошко с специальной сеточкой. Ремни, которые легко расстегиваются, и ручка, которая имеет несколько вариантов положения. С ручкой очень удобно, потому что у каждого свой рост. И, естественно, так получается, что коляска подстраивается под рост человека, который ей управляет. Для меня оптимальным пока кажется среднее положение. Что мне нравится, что она очень легко катится, она прям такая очень подвижная. Поэтому я думаю, что перемещать ее будет легко. В принципе, в плане какой-то, мне кажется, юзабельности она тоже достаточно удобная. Вот, но будет видно уже в процессе использования. У нее очень простой фиксатор в плане тормоза, просто одним нажатием и она зафиксирована. Вот нужно приспособиться ко всем этим ремешкам, мне кажется, потому что с ними непривычно. Удобно, что ручка может быть короче, длиннее, потому что рост у всех разный, и удобно подстраивать будет под себя. Ну и мне нравится, как она смотрится. Еще кто помнит, мы купили всякие аксессуары. Вот, например, подстаканник под кофе. Может быть, прикинуть, как он здесь вообще крепится. Тоже нужны ножницы, чтобы отрезать. Как-то так он выглядит. И сумочка. Тоже попробую сейчас ее прикрепить. Так выглядит сумочка. В принципе, я думаю, симпатично. Может быть, потом сделаю ее пониже. Мне просто хочется, чтобы она не болталась, типа. Пока непонятно, как сделать так, чтобы она не болталась. Как-то так. В общем, путем проб и ошибок я решила, что лучше, чтобы она висела не здесь, а вот была немножко пониже, она как раз будет упираться немножко в коляску и будет зафиксирована. И, в принципе, вот здесь вот там есть такие специальные шурупчики, которые ее тоже фиксируют. Вот здесь вот они. Вот я затянула, можно, конечно, потуже еще затянуть. И тогда она совсем будет плотно прям висеть. Но мне кажется, что так гораздо лучше. Вот, как-то так получается. В принципе, мне кажется, что так вполне удобно. Да. Можно еще как раз сюда повесить подстаканник. Хотя мне немножко не нравится, что он так массивно выпирает. Хотелось бы, конечно, покомпактней. И да, я как-то плохо показала, но там еще в комплекте была вот такая вот москитная сетка. Ну, потом, если вдруг понадобится, будем разбираться, как ее пристегивать. Вот. Но я думаю, что вряд ли мы будем ей пользоваться, что-то мне кажется. Хотя, кто знает. Но она тут есть. Дождевик не буду распаковывать. Вот он тоже в комплект входит. Но вот он, скорее всего, пригодится, судя по погоде в Буэнос-Айресе, которая встречается здесь. Вот. Ну, вот он есть в комплекте. Я пока не смотрела, но если вы прокачанная мама, буду рада вашим советам. Что лучше на этот матрасик одевать? Я так понимаю, что, наверное, пеленку. Вот, или существуют какие-то специальные наматрасники в коляску. Вот это мне пока что непонятно. В принципе, я пробовала пеленку, тоже вполне себе неплохо ложится, но я пока что-то не уверена. Единственное, конечно, автокресло у меня вызывает очень много вопросов, потому что вот эта ручка, да, она фиксится, и чтобы ее поменять положение, нужно нажать, в общем, две вот этих кнопки. А если, допустим, кресло стоит на полу, то это одному человеку вообще как-то не очень удобно сделать. Вот. Это значит, нужно как-то поставить кресло так, чтобы спинка, видимо, опиралась на что-то сразу. И только в таком случае может получиться. Отбой. Я поняла, в чем была моя ошибка. Я рассчитывала почему-то на вот эти кнопки, а это оказались вот эти.
А так, мне кажется, что весь этот комплект смотрится весьма стильно. Вот. Я прям не могу нарадоваться, вот визуально получаю удовольствие. Надеюсь, что с таким комплектом прогулки будут одно сплошное удовольствие. Вот такие вот ремешки здесь. Одним нажатием они снимаются. Да, вот как-то так. И как раз то, о чем я рассказывала, что прогулка может иметь два положения. Ну что ж, надеюсь, вам было интересно смотреть на распаковку коляски Кристина Беверли V2 3 в одном. В принципе, я довольна покупкой, мне кажется, что будет удобно, классно, вот, но посмотрим уже на практике. Вот, пока что впечатления вполне себе приятные. Вот. Увидимся в следующем видео, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал и всем пока-пока!